Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10-е место. Это так громко. Каждый раз, когда вижу этот момент, ощущение, что наблюдаю за чем-то слишком уж личным. Девятое место. Тэхён рассматривает Чонгука каждый раз, когда тот поблизости. Восьмое место. Совпадение или нет? Многие люди в фандоме, будучи даже стэнами Тэхёна, почему-то категорично отбрасывают тот факт, что он всегда, подчеркиваю, всегда поддерживает ЛГБТ-комьюнити. Это проявляется в брендах его одежды, предметах искусства, рекомендуемых песнях, знаком внимания на концертах, его словах и рассуждениях, да во всем. Почему-то люди думают, что это все случайности и никакого отношения к самому Тэхёну не имеют. Они не видят то, что в себе несет этот человек, а только то, что хотят, что рисуют в своих фантазиях, удобную реальность, оправдывая его неправильную особенность любыми способами, перечеркивая при этом все, что так ему присуще. Общество осуждает, укоризненно махая пальцем, что поддерживать нечисть, а уж тем более, не дай бог, принадлежать к ней нельзя. Порочно и грязно. Лучше мы будем верить в розовых пони и моральные устои, навязанные правильным обществом. Выходит, я люблю человека, но при этом не вижу его, заранее откидываю его суть, в угоду себе, а если вдруг окажется, что он не соответствует картинке в голове, то сразу же его выкину, при этом оболью грязью и буду плакать, что потратил на него лучшие свои годы, а он взял и так вот меня подвел. Так вот не случайности. Все, что делает и говорит Тэхён, всегда несет за собой только тот посыл, который должен нести, а вот хотите вы его уловить и понять, это уже ваш выбор. Все, что делает Тэхён, это его жизненная позиция, которую я ценю и уважаю. Я люблю всех участников, независимо от того, какой они ориентации или самоидентификации. Я уважаю их творчество, их душу, которую они раскрывают перед нами, перед теми, кто хочет и может слушать и читать между строк. Кстати, напоминаю, что Чонгук и Тэхён опять уехали на одной машине. Возможно, приехали тоже на одной, но это, собственно, не новость ведь. А ну да, ждем комментариев по поводу этой работы. Вы все проиграли, он победи. Седьмое место. Знаете, мне иногда кажется, что Чонгук до сих пор не может поверить в то, что Тэхён его. Шестое место. Поведение пары.
Во время одной из репетиций для выступления на American Music Awards персонал попросил вести себя свободнее, и Чангук, сразу же не раздумывая, приобнял Тэхёна. Для Чангука быть свободным значит быть с Тэхёном. Причина и улыбка. Пятое место. Когда на людях вы стараетесь вести себя как бро, но ваши эти всегда такие неловкие обнимашки нещадно вас палят. Извините, это одновременно романтично и дико смешно. Намджун и саксофон. Это такой мем. Четвертое место. Забота. Они всегда друг для друга безопасное место, комфорт и надежность. Третье место. Новости. Я только что услышала, что друг моего брата видел Тэхёна в армии, и он сказал, что Тэхён очень элитный. У него действительно хорошая физическая сила, и он очень хорош в военной жизни. Физическая сила Ви настолько хороша, что никто не может догнать Кима. Тэхён, особенно если он бегает на длинные дистанции, а Тэхёну сейчас 30 лет. Акцент на возрасте сделан, потому что средний возраст призывника в Корее около 20 лет, а Тэхён уже взрослый, но лучше молодых парней. Джин станцевал Seven Чангука и сказал: «Я отправлю это Чангуку и спрошу, что он об этом думает». До ужаса красивый, черный явный их цвет. Так трогательно, что Джин и все наши мальчики уважительно относятся к армии других религий, не нарушают границы и подстраиваются. Золотые люди. Джин сказал: «Это то место, где я должен быть, это мой дом. Теперь я всегда буду рядом с вами и стану вашим светом». Ради этих слов стоило жить дальше. Уход каждого из парней убил в нас жизнь, а теперь она возвращается. Мы пережили самые тяжелые первые полгода. Дальше будет легче. С возвращением Джина нас всех. Куда же мне идти после этого? Если это и есть мой дом. Твои армии думают точно так же, как и ты, родной. А теперь о главном. Пресс.
клипе The Astronaut Джин уезжал на велосипеде из своего дома от армии. А сейчас он вернулся обратно на велосипеде к нам. Все социальные сети сейчас завалены фотобукетами, которые подарил Джин для армии. Говорят, их около 4000. Фотографии с Джином. Намджун в Инстаграм. Папа в курсе всех наших мемов. А теперь к неприятным моментам. Как в нашей фандомной жизни бывает, на 2000 человек обязательно найдется идиотка, которая его должна опозорить. Не уверена, что вторая армия тоже поцеловала Джина, но девушке на первом видео это сделать удалось. Противно смотреть на это, Джину было еще противнее, но так как он воспитанный мужчина с кучей обязательств перед камерами, повел себя достойно. Кто бы сомневался. Но где-то в глубине души наверняка громко обматерил. Такой счастливый день не остался без ужаса, и это очередное напоминание для всех нас. Вокруг ребят слишком много тех, кто не заслуживает быть рядом. Тех, кто после таких вот встреч продают мерч, который участники им дарят от всего сердца. Выбрасывают альбомы, оставляя себе только карточки для продаж. Сосенок, которые ходят за ними по пятам, и просто ненавистников. Так больно, когда на такие драгоценные ивенты попадают те, которым в принципе плевать на парней. Мне очень жаль. Джин в Инстаграм. Думаете, выплакали все слезы? А нет. Обновление гадки я отметили аккаунт BTS. Мы еще не знаем подробностей, но армии уже подсуетились. Вернемся к неприятным событиям. Предположительно, девушка, которая присосалась к Джину, живет в Японии. Она из племени чебукеров и является токсичной фанаткой своего пейринга. За ней замечались оскорбления всех участников, особенно Тэхёна. На скрине ее пост, в котором она описывает свои ощущения от того, что сделала. Вот такие идиотки попадают на мероприятия парней. Ну, после того, как армия узнали, кто она, думаю, ее жизнь в социальных сетях станет не сладкой. Когда он так делает. Кажется, Джину в честь возвращения из армии Гуччи прислали подарки. Все радуются возвращению нашего мальчика.
Я сейчас расплачусь, но как же я скучаю по его эфирам. Мин Хиджен по-прежнему отказывается предоставить свой рабочий ноутбук, несмотря на прямые просьбы полиции Йенсена, в качестве доказательства в рамках продолжающегося уголовного расследования против нее. Chosen Biz опубликовал подробное резюме по делу Удор и Хайп, включая обновленную информацию о расследовании от пресс-секретаря полиции. После решения о временном судебном запрете, согласно которому Мин Хиджен планировала переворот Удор, полиция Йенсена подтвердила, что закончила расследование в отношении Хайп, и прогресс налицо, они запрашивают рабочий ноутбук у Мин Хиджен. Уголовное дело, которое Хайп подал против Мин Хиджен более месяца назад, было возбуждено по факту злоупотребления доверием. Временный судебный запрет был вынесен в то же время и постановил, что предоставленные доказательства без ноутбука доказывают, что она планировала, но недостаточно, что она исполнила. Представитель полиции добавил, что они уверены в том, что смогут восстановить более 90% удаленных файлов с помощью судебной экспертизы устройства. Тату Чангука на руке, конечно, бомбические, но я иногда могу скучать по его руке без татуировок. Чангук и Тэхён в 2016 году, сегодня в AJ Fest We Believe in Japan. Их прикосновения всегда настолько теплые, искренние и важные, что о них даже пишут в СМИ. Компания Compose Coffee раздала персональные тумблеры феста и 1000 бесплатных порций кофе для армии, посетивших мероприятие. Вокруг зон Compose Coffee можно было увидеть огромные очереди. Можно с уверенностью сказать, что Compose Coffee и их посол Тэхён – любимцы публики. Всегда видят только друг друга. Все армии сейчас с баннерами. «Привет, моя вселенная, приятно встретиться с тобой снова». Его ямочки.
Прямо сейчас Слоёва на первом месте продаж чарта Hentium. Второе место. Это так интимно. Я готов каждый раз кричать от этого момента. Я так люблю это. Когда Тэхёну пришлось сесть на колени Чонгука из-за того, что лист бумаги отказался уступать место. Какой все-таки вредный лист оказался. Первое место. Тэхён четко знал, что делает, а Чонгук как тот зайка, которого удав медленно, но уверенно окольцовывает в свой плен. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения